Дорогие слушатели, подписчики, друзья, мы подошли к третьей книге Джесси. Я хотела бы вам прочитать благодарность автора. Одни книги пишутся легче, другие труднее. В одних книгах повествование бежит, как быстрый ручей, а в других течет, как река, а в третьих едва движется, как стоячая вода. Я очень трепетно отношусь к этой истории и к ее героям, но эта книга едва двигалась. К счастью, поддержка близких мне людей вдохновила меня и помогла ее закончить. Я точно знаю, что без них это было бы невозможно. Я хотела бы поблагодарить их. Тим и Андреа. Вы помогли мне в самый последний момент. Вы были немногословны, но смогли сказать мне самое главное. Спасибо вам за то, что выслушивали меня, когда мне было необходимо кому-то излить свою душу. И в ответ сказали именно то, что мне нужно было услышать. Вы очень мне дороги, и я рада, что Бог привел вас в мою жизнь. Эб, что я могу сказать? Ты для меня намного больше, чем просто дочь. Спасибо тебе за то, что ты всегда доводишь все начатое до конца. Ты не изменила тем целям, которые поставила перед собой много лет назад, и я невероятно горжусь твоими успехами. Спасибо тебе за то, что ты была рядом со мной, и за то, что снова и снова напоминала мне о ценности Слова Божьего. Мэтт, твоя чистая душа и отношение к работе вызывают восхищение. Спасибо за то, что ты с большим терпением выслушивал меня. То, что ты находился рядом все это время, было огромным благословением для меня. Я очень тебя люблю. Мэри, ты удивительная подруга. Ты даже представить себе не можешь, как сильно ты вдохновляешь меня. Спасибо за время, которое мы проводим вместе. Спасибо за твой смех и драгоценную дружбу. Я очень тебя люблю и очень нуждаюсь в тебе. Перл, наши прогулки были прекрасны. Ты самый лучший собеседник на свете. Спасибо тебе за твое гостеприимство и щедрое сердце. Ты настоящее сокровище в моей жизни. Боб, это было невероятное время. В конце моей книги Сет говорит, что он не хотел бы вернуться в прошлое и заново пройти все жизненные уроки. То же самое относится и к нам с тобой. Спасибо тебе за то, что ты прошел со мной этот путь. Спасибо за то, что ты учился быстрее меня, показывая мне пример. Бог может творить удивительные вещи в смиренном сердце. Спасибо тебе за то, что твое сердце остается таким. Я люблю тебя. Об авторе. Лори Вик, популярная американская писательница, автор христианских художественных книг. Она с мужем Бобом и всей своей большой семьей живет на Среднем Западе. События в ее произведениях разворачиваются как в далеком прошлом, так и в настоящем. Книги Лори Вик, 6 миллионов экземпляров в продаже, охватывают самые разные исторические периоды и географические местности. Преданные читатели Лори постоянно помещают отдельные ее произведения и целые серии в списке бестселлеров. Обитатели города Токен-Крик. 1873 год. Джесси Виллер, хозяйка и управляющая магазином. Сет Рединг, приезжий в Токен-Крик. Джеб Дорн, кузен Джесси. Пэттиенс Дорн, жена Джеба. Пастор Ларри Инглиш, пастор Джеба и Пэттиенс. Брэд и Трейс Холден, владельцы ранчо, расположенного за городом. Джанет Фулбрайт, тетя Брэда и Трейса. Фета Холден, сестра Джанет и больная мать Брэда и Трейса. Бекки, кухарка, живущая в доме Джанет. 1884 год. Нейт Кадерли, шериф Токен-Крик. Райлан Джарвик, пастор церкви. Бри и Дэнни Джарвик, жена и сын Райлана. Кассиди и Джо Холден, жена и сын Трейса. Мэг, Саванна и Кэтрин Холден, жена и дочери Брэда. Хезер Уэльс, служанка, живущая в доме Джанет Фулбрайт. Ханна и Кланси Виллер, дочери Джесси. В Техасе. Эллиот Макдермот, брат Сета. Касси, жена Эллиота. Нейт и Линди,
Дети Элиота и Касси. Часть первая. Июнь 1873 года. Глава первая. Токен-Крик, Монтана. Джесси Виллер медленно спускалась по лестнице из своей квартиры в магазин, который располагался на первом этаже дома. Ее окружали знакомые предметы, родные запахи. Они успокаивали и будоражили одновременно. Девушка отодвинула стопку тяжелых хлопчатобумажных брюк на одной полке, затем выдвинула вперед несколько консервных банок на другой, после чего подошла к прилавку, рядом с которым стояли ящики для писем. Джесси была совсем одна. Прошло немногим более года с тех пор, как не стало ее отца, а мать ее умерла еще 3 года назад. Джесси выросла в этом магазине, поэтому для нее было совершенно естественным продолжить дело родителей. Но управлять всем одной, заказывать необходимые товары и вести бухгалтерию было временами очень непросто. Конечно, когда требовался тяжелый физический труд, связанный с разгрузкой и погрузкой товаров на складе, ей было к кому обратиться за помощью. У Джесси был кузен, которому она могла доверить вести отчетность и который помогал ей во всем, в чем только требовалась помощь. Но все решения все равно приходилось принимать ей самой. И бывали дни, когда бремя ответственности становилось для нее слишком тяжелым. Когда Джесси открыла двери магазина, оказалось, что ее уже ожидала покупательница, и девушка была рада этому. Что толку размышлять над тем, чего никак не изменить? К тому же она прекрасно знала, что лучшим лекарством от тяжелых мыслей для нее всегда была работа. «Чем я могу вам помочь, миссис Карслисли?» «У меня длинный список покупок, Джесси. Думаю, начнем со свиного сала и фасоли». «Отлично», – сказала Джесси приветливо, принимаясь за привычное занятие, которое у нее получалось лучше всего. Она отлично знала свой магазин и умела удовлетворять запросы покупателей. Муж Марти Карлисли, Барт, владел ранчо неподалеку от Токен-Крик. Марти нечасто выбиралась в город, поэтому, когда ей это удавалось, список ее покупок бывал, как правило, достаточно длинным. Сегодняшний день не стал исключением. Обе женщины вместе подбирали товары из этого списка почти целый час, складывая их сначала в магазине, а затем перенося в фургон Марти. Марти расплатилась за покупки наличными, а также оставила деньги для оплаты товаров, которые заказала для ранчо по каталогу. Джесси была ей за это благодарна, поскольку зачастую ей самой приходилось оплачивать заказанные покупателями товары. Проводив Марти, Джесси сделала необходимые записи в журнале, а потом взяла метлу. Видимо, утром кто-то прошелся перед ее магазином в грязных ботинках и оставил следы на дощатом настиле, и девушке нужно было поскорее очистить его. Какое-то время она подметала перед магазином и вошла внутрь только, когда Калеб Хейдерн, начальник железнодорожной станции, зашел в магазин, чтобы передать Джесси небольшую стопку писем. Он рассказал, что почта прибыла с поздним поездом накануне вечером. Джесси стала раскладывать письма. Она все еще была погружена в это занятие, когда в магазин вошел незнакомый мужчина. «Здравствуйте», – сказала ему Джесси. «Доброе утро», – отозвался мужчина низким голосом. Джесси отодвинула почту в сторону. «Чем я могу быть вам полезной?» «Вообще-то я надеялся, что сам смогу быть вам чем-нибудь полезным». Джесси выжидающе смотрела на этого высокого, уверенного в себе мужчину. «Я надеялся, что хозяин, возможно, захочет нанять меня на работу», – продолжал мужчина. Джесси точно знала, что не стала бы делать ничего подобного, но все же спросила. «Вы недавно приехали в город?» «Я здесь проездом», – ответил мужчина. Джесси приподняла брови.
Ей показалось странным, что человек, который ищет работу, признается в том, что он в городе проездом. И я проснулся, когда поезд остановился на станции. Продолжал незнакомец. И обнаружил, что у меня пропали все деньги. Я вынужден искать работу, потому что остался без гроша. Джесси не совсем поверила этой истории, но все же спросила. «И куда же вы направляетесь?» В Техас. «Недалеко же вы уехали, чтобы вот так застрять». Можно сказать, что вы прочитали мои мысли. Эти слова прозвучали так бесхитростно, что Джесси улыбнулась. Незнакомец тоже улыбнулся, и Джесси не могла не признать, что он был весьма симпатичным. «Кстати, меня зовут Сет Рединг», – представился он, протягивая руку. «Джесси Виллер». Девушка пожала протянутую ей руку. «Этим магазином владеет ваша семья?» Джесси кивнула, не желая признаваться незнакомцу, что она осталась единственным членом семьи Виллеров. «Как вы думаете, ваша семья сможет найти мне применение?» Сделал еще одну попытку Сет. «А у вас есть какой-то опыт в торговле?» «Вообще-то я занимался всем понемногу. Около 2 месяцев я работал в универмаге в Кингдоне». Джесси кивнула и решила раскрыть карты. «Какие вы можете дать гарантии, что, придя сюда, вы не стащите все, что только сможете унести?» Сет на мгновение задумался, после чего поднял большую сумку, которую он держал в руках, и поставил ее на прилавок. «Это все, что у меня есть. Вы можете проверить ее и спрятать, куда вам будет угодно. Я не уеду из города без этих вещей». Выражение его лица и его голос казались искренними, но, возможно, он просто был хорошим артистом. Джесси воспользовалась разрешением и заглянула в сумку, при этом думая, что если он лжет, то делает это очень профессионально. В сумке она увидела одежду, 2 семейных портрета и документы. «И вы действительно позволите мне спрятать эту сумку до конца дня?» «Да, мэм», – ответил Сет. «У меня совсем нет денег, и я вынужден находиться в Токен-Крик до тех пор, пока ситуация не улучшится». Джесси сдалась. Слова этого человека и его манера говорить вызвали в ней симпатию. Кроме того, внешне он выглядел очень привлекательно. Сет был высокого роста, с широкими плечами и вьющимися темными волосами. Его подбородок выдавал в нем решительный характер, а серые глаза смотрели тепло и дружелюбно. «Я не уверена, что у меня найдется для вас работа более чем на 1 день», сказала хозяйка магазина. Сет пожал плечами. «Я соглашусь на любую работу, которую вы мне предложите». Джесси кивнула. «Вон та задняя дверь ведет на склад. Там вы увидите несколько ящиков с консервами. Их нужно переставить на полки». «В таком случае я приступаю к работе», сказал Сет и пошел в указанном направлении. Джесси смотрела ему вслед и потому увидела, что он остановился и оглянулся на нее. «Благодарю вас», произнес мужчина тихим голосом, после чего повернулся, прошел через магазин и исчез на складе. Какое-то время Джесси стояла в одном положении, думая о том, что произошло. Девушка от всей души надеялась, что ей не придется пожалеть о том, что она взяла этого незнакомца на работу. И, откровенно говоря, она была в этом почти уверена. Однако на всякий случай она все же спрятала его сумку в потайное место, где он не смог бы ее найти. «Я принесла вам поесть», – сказала Джесси, зайдя на склад несколькими часами позже. Она застала Сета за выполнением уже 5-го по счету поручения. «Спасибо вам», – отозвался мужчина с искренней благодарностью. Он на время оставил большие глиняные горшки, которые Джесси попросила вымыть и переставить на другое место, и взял в руки протянутую ему тарелку с едой. «Вы можете поесть за тем столом.
Не торопитесь». Сет снова поблагодарил девушку и пошел к рабочему столу, стоявшему в дальнем конце склада. Свежий воздух и свет проникали в помещение через 2 окна. Он сел спиной к окнам на единственный в комнате стул и принялся за приготовленный девушкой сытный обед. Съев говядину с соусом и булочки, Сет невольно задумался о хозяйке магазина. Проработав здесь уже несколько часов, он так до сих пор и не увидел, чтобы в магазине был кто-то еще из хозяев. Сет не знал, что девушка самостоятельно владеет магазином, но понимал, что если бы это было так, то она бы ни за что не сказала об этом постороннему человеку. Кроме того, было видно, что в бизнесе она не новичок. В ней не чувствовалось никакой неуверенности. Когда он заканчивал одно дело, девушка в точности знала, что хотела поручить ему дальше, и незамедлительно давала ему следующее задание. Джесси не присматривала за ним постоянно. Но Сет был почти уверен, что если бы ему вдруг вздумалось забрать свою сумку, то пришлось бы потратить много часов, чтобы найти ее. Тут Сет услышал, как в соседней комнате Джесси что-то говорит покупателю, и понял, что ему приятен звук ее голоса. Он был глубоким и чуточку хриплым, и очень шел ей. Сет еще не встречал такой привлекательной женщины. Ее особенностью было то, что она даже не осознавала своей привлекательности. Она двигалась и говорила с изяществом и естественной легкостью. При этом создавалось впечатление, что она совершенно не замечает этого. Время от времени Сет поглядывал на Джесси, когда она заходила на склад. Но даже если она и заметила его взгляды, то ей очень хорошо удалось это скрыть. Пока он продолжал думать о девушке, она снова вошла на склад. «Я не хочу торопить вас, но поступил большой заказ, который надо поскорее выполнить. Когда вы закончите обедать, нужно будет погрузить товар». «Конечно, я мигом». Джесси поблагодарила его и сразу же вышла из помещения. Сет, который продолжал наблюдать за ней, улыбнулся ей вслед. Он не планировал задерживаться в Токен-Крик дольше, чем необходимо. Но если ему повезет провести это время рядом с Джесси Виллер, то, возможно, он не будет жалеть, что ему пришлось застрять в этом городке. «Добрый день, пастор Инглиш», – поздоровалась Джесси с пожилым пастором, который зашел в магазин вечером за пару часов до закрытия. «Как сегодня ваши дела?» «Все хорошо, Джесси. А у вас?» «Все в порядке». «Много было работы?» «Как всегда по средам», – ответила Джесси с улыбкой. «Чем я могу вам помочь?» «Благодарю вас. Я хотел бы забрать почту». Джесси подумала, что он выглядит немного усталым, но ничего не сказала. Девушка потянулась за почтой, и тут зашел Сет, чтобы о чем-то спросить. Не успела Джесси представить мужчин друг другу, как Сет снова ушел, но пастор спросил девушку о том, кто это был. «Новый работник?» «Только на 1 день», – ответила Джесси, после чего объяснила ситуацию. «Застрял в Токен-Крик? Так вы сказали?» «Да. Он сказал, что кто-то украл его деньги, пока он спал в поезде». «А у него есть место, где переночевать?» «Не знаю. Возможно, есть. Сейчас он работает у меня на складе. Если хотите, вы можете пройти туда и поговорить с ним». Пастор кивнул и пошел в направлении склада. Джесси не заметила, сколько времени он провел на складе, потому что ее вниманием полностью завладела разговорчивая покупательница, выбиравшая одежду. Женщина никак не могла решить, какая саржа будет менее маркой, синяя или черная. И каждый раз, когда Джесси пыталась оставить женщину одну, рассматривать ткани, у дамы появлялся новый вопрос. Наконец, покупательница остановила свой выбор на синей сарже, но она отняла у Джесси столько времени, что когда девушка проводила ее, Сет уже стоял без дела, ожидая дальнейших указаний. «На складе все сделано», – сказал Сет. «Хорошо. Пастор Инглиш нашел вас?» «Да. Он пригласил меня переночевать у него». «Вы согласились?»
Прежде чем Сет успел что-то ответить, в дверях появился человек с большим тюком в руках, и Джесси поняла, что он хочет что-то продать. Джесси не знала его лично, но она знала, чего следовало ожидать от подобного рода посетителей. «Добрый день!» Вежливо поздоровалась с мужчиной Джесси, и если бы он хорошо знал ее, то заметил бы, что ее глаза при этом не улыбались. «Здравствуйте. Могу я поговорить с хозяином магазина? Или, возможно, с управляющим?» «И я управляющая». «Приятно познакомиться. Вы очень молоды. Впрочем, это не имеет значения. Кэл Ворд к вашим услугам», – добавил мужчина, протягивая руку. «Меня зовут Джесси. Что вы хотели?» «Я могу предложить вам отличные карманные часы, и я просто уверен, что вы захотите, чтобы они были в ассортименте вашего магазина». Мужчина открыл свой чемодан и достал один экземпляр часов. Джесси внимательно осмотрела их, но когда мужчина назвал их цену, она протестующе подняла руку. «С такими ценами у меня не будет прибыли. Извините, но я не заинтересована в этом». «О, ну если вы возьмете 10 или больше, я могу сделать скидку». «И я не смогу продать 10 часов», – сказала Джесси, отходя в сторону. «Благодарю вас, мистер Ворд», – добавила она, демонстративно отходя еще дальше от мужчины. «Нельзя ли мне переговорить с хозяином?» – продолжал Кэл Уотер. Но Джесси вышла из магазина на склад и нашла себе какое-то занятие. К счастью, мужчина сразу же понял намек и ушел, не пытаясь больше настаивать на своем. Сет застал девушку на складе, где она вытирала пыль. «Такое часто случается?» «По-разному. Иногда бывает, что они приходят целый месяц каждый день подряд, а иногда долгое время ничего подобного вообще не происходит». Сет кивнул, продолжая смотреть на нее. Джесси оглянулась, и они на краткое мгновение встретились глазами. «У вас есть для меня еще какое-нибудь поручение сегодня?» «Нет, но спасибо за то, что спросили. Я сейчас расплачусь с вами». «Вы всегда так делаете? Платите в конце рабочего дня?» «Нет, но я думаю, что вы сюда больше не вернетесь». «А у вас не найдется для меня никакой работы на завтра?» «Конечно, найдется», – ответила Джесси, хотя в тот момент она еще не знала, что могла бы ему поручить. Но мысль, что она его больше не увидит, беспокоила ее. Если он не солгал о том, что его ограбили, то он действительно очень нуждался в работе. «В котором часу?» – спросил Сет. «Я открываю магазин в 8 часов утра». «Я приду». Сет уже пошел было к выходу, но вдруг вернулся. Джесси удивленно смотрела на него, не понимая, что он собирается делать, пока он не заговорил. «Было бы неплохо, если бы вы отдали мне мою сумку». Джесси невольно улыбнулась, и Сет почувствовал, что ему очень нравится ее улыбка. Он забрал свои вещи и, попрощавшись, ушел. Он собирался отправиться на поиски пасторского дома, но в душе он знал, что с большим удовольствием провел бы весь вечер в магазине Джесси Виллер. «Привет, Джеб!» – поздоровалась Джесси со своим кузеном в четверг утром. «Как дела?» «Отлично, а у тебя?» «Не жалуюсь», – ответила Джесси, улыбаясь мужчине. Джеб был двоюродным братом ее отца, по возрасту годился ей в отцы. И Джесси очень тепло к нему относилась, и они всегда прекрасно понимали друг друга. «Чем сегодня занимается Пэттинс?» – поинтересовалась Джесси у Джеба про его жену. «Она готовит начинку для пирогов для воскресного церковного чаепития, и у нее закончилась корица». Не успела Джесси взять с полки нужный товар, как из помещения склада вышел Сет. Он не стал вмешиваться в разговор, но Джесси сразу же представила его Джебу Дорну. «Рад знакомству», – сказал Джеб, и ему вдруг припомнились люди, которых Джесси и ее родители нанимали на работу на протяжении многих лет работы в магазине. Список был длинным. «Вы давно приехали в наш город?» «Я здесь только проездом, и сейчас у меня нет каких-либо определенных планов». При этих словах брови Джесси приподнялись. Не далее, как вчера, он говорил, что собирается ехать в Техас.
«Ну, в таком случае мы, возможно, еще увидимся», – сказал Джеб. Он подождал, пока Сет уточнил у Джесси ее поручение и вернулся к работе. После этого Джеб обратился к кузине. «Тебе будет нужна моя помощь в субботу?» «Да, Джеб. Ты сможешь прийти?» «Постараюсь. Как ты думаешь, это займет весь день?» «Если мне придется заказывать товары из каталога, то будет лучше, если ты придешь пораньше». «Я приду, Джесс. Запиши корицу в мой счет», – попросил Джеб, уходя. Джесси улыбнулась и кивнула ему, но они оба знали, что она не станет этого делать. Она никогда не засчитывала Джебу Спэттиенс небольшие покупки. Конечно, Джесси оплачивала работу своего кузена, но плату за товары из своего магазина брала с супругов только, если они делали крупные закупки. Тут Джесси вдруг вспомнила, что совсем ничего не приготовила на ужин. Она была удивлена собой. Обычно в начале каждого дня, с утра, девушка обдумывала и полностью планировала дела и заботы предстоящего дня. Но сегодня вместо этого с самого утра ее мысли были заняты Сетом Реддингом. Сейчас уже слишком поздно», – подумала Джесси. Она знала, что теперь, скорее всего, ей придется попросить Сета сходить в отель и принести им какой-нибудь еды. Джесси предпочитала домашнюю еду, но сегодня у нее не было выбора. Вздохнув, девушка продолжила выбирать в каталоге жестяные изделия, железные кастрюли и сковородки, заставляя себя думать о работе. Четверг и пятница пролетели в круговороте многочисленных дел и забот. Сет трудился над пополнением запаса товаров в магазине. Дважды он ходил на железнодорожную станцию за товаром и приносил его в магазин. Затем сгружал приобретенные покупателями вещи в их фургоны. Все это он делал спокойно и даже с удовольствием. Сет был очень привлекательным и уверенным в себе человеком, но в нем было еще и нечто большее. Что-то в Сэдди Реддинге внушало спокойствие и уверенность. Более того, Джесси замечала, с каким интересом на него поглядывали женщины. А Сет, будучи галантным мужчиной, не скупился на шутки и комплименты тем дамам, которых обслуживал в магазине. Однако в эту субботу у Джесси не было времени для подобных наблюдений. Это был самый напряженный день недели. С той минуты, когда она открыла магазин, они с Джебом были постоянно заняты. Сет помогал им, чем мог. Он не работал за прилавком, но все время был на подхвате, искал нужные товары на складе, упаковывал их, складывал и переносил, что давало возможность Джебу и Джесси обслуживать в это время очередного покупателя. Джеб проработал до обеда, после чего ушел, и Джесси осталась за прилавком одна. Около 4 часов наступило временное затишье. Когда до закрытия оставался всего час, Джесси пошла в дальнюю часть магазина, чтобы принести оловянные дымоходы, которых больше не осталось в торговом зале. Она чувствовала себя очень уставшей. Сегодня у них не нашлось свободного времени даже на обед. И шла так быстро, что задела полку. Стоявшая на краю консервная банка упала девушке на голову и острым краем рассекла ей кожу. Джесси замерла, схватившись рукой за ближайшую полку, и закрыла глаза. Ей было трудно дышать. Несколько минут боль была очень сильной, после чего стала пульсирующей. Джесси пожалела, что Джеб ушел, и никто теперь не поможет ей обслуживать покупателей. Учитывая то, что из помощников остался только Сет, девушка понимала, что ей придется общаться с клиентами самой. Расстроенная, Джесси вернулась в торговый зал, неся в руках несколько дымоходов. Она положила их на полку с прочими оловянными изделиями и подошла к прилавку. Она все еще стояла там, когда вошел Сет. Он подмел дорожку перед входом в магазин и увидел, что Джесси просто стоит и ничего не делает. Нельзя сказать, чтобы он считал это зазорным. Сет раньше не встречал женщины, которая успела бы за один рабочий день переделать столько дел, сколько сделала Джесси сегодня.
Он решил, что, вероятно, магазин закрыт по воскресеньям и что Джесси, должно быть, всю неделю ждет этого выходного. «Что еще нужно сделать?» – спросил Сет, заметив, что девушка негромко вздохнула. «Ничего. Который сейчас час?» 20 минут пятого. Джесси не успела ничего ответить или даже кивнуть, потому что в этот момент вошла новая покупательница. Ингрид Стилвилл. Ее муж Пит владел конюшней. У Ингрид был довольно длинный список покупок, но все вещи были ходовыми, и Джесси смогла обслужить ее без особых усилий. Когда покупательница ушла, Сет, стоявший по другую сторону прилавка, внимательно посмотрел на Джесси. Он облокотился на деревянную поверхность, и их лица оказались на одном уровне. «У вас на волосах кровь», – сказал он тихо. «Я так и думала. Мне на голову с полки упала банка». «И вы ничего мне не сказали?» Джесси пожала плечами. Она выглядела очень уставшей. «Я не могу закрыть магазин, Сет. У меня нет выбора». Сет ничего не сказал на это, но он не был согласен с ее словами. Он не успел как следует рассмотреть ее рану, но был уверен, что Джесси сейчас нуждается в большем внимании, чем магазин. «Мы скоро закрываемся», – сказала Джесси, игнорируя его взгляд. «Тогда я займусь раной». «А если вам нужен врач?» «Тогда я пойду к врачу», – ответила Джесси прагматично, хотя в данный момент ей больше всего хотелось лечь в постель и немного поспать. Всем своим видом Сет выражал неодобрение ее решением, но он промолчал. Покупателей в тот день больше не было, и Джесси расплатилась с Сетом, поблагодарила его и заперла магазин. Она была уставшей и голодной. Ей очень хотелось лечь, но она знала, что ей следует сделать. Выйдя из задней двери склада и заперев ее за собой, она отправилась к Дорнам. Пэттиэнс обработала рану, чем-то ее смазала и заставила Джесси немного поесть. Менее чем через час хозяйка магазина отправилась домой. То, что она уже поела, дало ей возможность сразу лечь спать. Она ничего не стала делать, а только сняла одежду, умылась, забралась в постель и сразу же заснула. И даже шум обычного субботнего вечернего веселья в барах на Мейн-стрит не помешал ей. Утром Джесси проспала не дольше обычного, хотя она по природе была жаворонком и любила рано вставать. В это воскресенье она позволила себе полежать в постели дольше. У нее продолжала немного болеть голова. Вчерашний день давал о себе знать. Накануне она не обедала, а ее ужин был более чем легким. И Джесси понимала, что, несмотря на головную боль, ей необходимо подняться и что-нибудь поесть. Воскресенье было для нее днем отдыха и неспешного приготовления пищи. В другие дни она тоже готовила, но только в этот день она могла расслабиться и наслаждаться процессом. Сегодняшний завтрак должен был быть именно таким. Девушка заранее запланировала приготовить что-нибудь простое, несколько яиц и тосты. Но когда она начала, то вошла во вкус и приготовила себе целый пир. Джесси добавила в меню бекон и картофель, а также смолола свежий кофе. Попробовав получившееся блюдо, она убедилась, что старалась не зря. Подняв ноги и открыв еженедельную газету, на чтение которой в рабочие дни у нее не оставалось ни сил, ни времени, Джесси начала наслаждаться своим выходным. Пастор Инглиш приглашал молодого человека в церковь от всей души, но не удивился, когда Сет не проявил к его приглашению ни малейшего интереса. Молодой человек был вежлив и услужлив, но было видно, что он не просто мало интересовался духовным, а подобный интерес полностью отсутствовал в нем. Пастор даже приглашал его на церковное чаепитие с пирогом, которое было запланировано на послеобеденное время, но был почти уверен, что не увидит там Сета Рединга. Сет помог ему помыть посуду, но еще до того, как пастор отправился в церковь, молодой человек уже куда-то ушел. Он не взял с собой свою сумку, из чего пастор Инглиш заключил,
что Сет еще вернется и переночует у него и эту ночь. При этом пастор глубоко сомневался, что он до вечера увидит молодого человека. Ближе к полудню голова Джесси перестала болеть, но в квартире стало слишком жарко. Не торопясь, девушка прибрала на кухне. После того, как порядок в квартире был наведен, она одела туфли и спустилась вниз, прошла через склад, вышла на улицу и заперла дверь. Повернувшись, она увидела Сета Рединга, который сидел под деревом и смотрел на нее. Джесси недоуменно посмотрела на него, а потом пошла в его сторону. «Я думал, когда же вы, наконец, выйдете из этих дверей?» – сказал он, поднимаясь на ноги, когда она подошла ближе. «Так вот, что вы здесь делаете? Вы ждете меня?» «Вы удивлены?» «Я не знала, увидимся ли мы снова, поэтому да, и я удивлена». Вы хотите сказать, что больше не нуждаетесь в моих услугах в магазине? Или же вы думали, что я уехал из города? «Я думала, что вы уже уехали, но потом вспомнила, что вы говорили Джебу о том, что можете задержаться». В данный момент я не знаю, как поступить. Признался Сет и добавил. Как ваша голова? «Со мной все в порядке. Пэттинс обработала рану». Пэттинс, «Жена Джеба». они ваши родственники? Джеб и мой отец были кузенами». Сет кивнул, продолжая наблюдать за девушкой. Джесси тоже посмотрела на него. Вы не хотели бы прогуляться по Токен-Крик, мисс Виллер? Джесси, которой нравился молодой человек и то, как он говорил с ней, улыбнулась. Сет воспринял ее улыбку как согласие. Глава 2. Пастор, можно задать вам вопрос? Начал Джеб, подойдя к нему после богослужения. Разумеется, Джеб. Во время проповеди вы упомянули, что у вас в доме временно остановился молодой человек. Это Сет Рединг? Да, это он. Вы познакомились с ним в магазине у Джесси? Да. Что вы о нем думаете? Он очень вежлив и благодарен за пищу и ночлег. Пастор сделал паузу и посмотрел на своего собеседника. Вы беспокоитесь о Джесси? Нельзя сказать, чтобы я беспокоился. Она отлично со всем справляется, но я знаю, что если бы вас в нем что-то смутило, то я бы предупредил ее об этом. Она прислушивается к моим советам. Джеб, у меня нет опасений насчет безопасности Джесси. Я не думаю, что Сет планирует надолго задержаться в городе. И насколько я могу судить, он откровенен со мной. Мы немного поговорили вечером. У него не осталось в живых почти никого из родственников, и нигде нет глубоких корней. Кроме того, он совершенно не интересуется библейскими вопросами. И это немало беспокоит меня. Но, насколько мне известно, Джесси этим тоже не интересуется. Это верно. Я надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, но она вся в своего отца. Хирам Веллер не считал, что он нуждается в Боге. У него был свой магазин, хорошее здоровье и сильные руки, и он полагал, что это все, что ему было нужно. Но у меня тоже сложилось такое впечатление. Как по-вашему, Джесси справляется с делами после смерти отца? Превосходно. И я рад, что она обращается к нам, когда ей нужна помощь. Это приятно слышать. Возможно, если Сет задержится в городе подольше, у нас будет возможность пригласить его и Джесси к себе на обед. Так вы сможете своими глазами убедиться, что он из себя представляет. Отличная идея, пастор. Согласился Джеб. Несмотря на то, что он работал вместе с Сетом в субботу, у них не было времени для разговоров. Джеб понял, что его внимание накануне было занято другими вещами, и добавил. «Не думаю, что мне самому пришла бы в голову эта идея, поэтому благодарю вас». Мужчины попрощались, и Джеб разыскал Пэттинс. По пути домой он передал ей слова пастора, а также поделился собственными мыслями насчет Сета. «Фактически вы управляете магазином одна?» – спросил Сет, когда они прошли некоторое расстояние. «Да, мой отец умер более года тому назад». «А ваша мать?»
Она умерла за 2 года до него. У вас есть братья или сестры? Так вышло, что нет. Вы говорите так, как будто сожалеете об этом. Это от меня не зависело. Но было бы приятно, если бы рядом был кто-то, кому есть до меня дело. Ее вид и слова производили на Сета странное действие, и он знал, что она не делает этого нарочно. Конечно, Джесси была красива, но дело было не только в этом. Ему нравилась ее твердость и уверенность в себе. «А кто у вас живет в Техасе?» – вдруг спросила Джесси. Мой брат. «И что он там делает?» Он оттуда родом. У нас были разные отцы. Но некоторое время мы жили вместе. «А вы откуда?» Из Кингдона. «А когда вы решили переехать в Техас?» А с чего вы взяли, что я переезжаю? «Ну, вы же говорили мне, что все ваше имущество – это ваша сумка. Это не похоже на человека, который собирается вернуться». Элиоту. Так зовут моего брата. Там очень нравится. Сказал Сет в ответ. Он полагает, что мне там тоже понравится. «А он не будет волноваться из-за того, что вы задерживаетесь?» Мы довольно независимые люди, и к тому же он прекрасно знает, что мне приходится по ходу дела зарабатывать себе на жизнь. Джесси кивнула, после чего задала еще один вопрос. «А как по-вашему, кто взял ваши деньги?» Не знаю, но я сам во всем виноват. В голосе Сета послышалось недовольство собой. Я зачем-то переложил деньги в карман рубашки и заснул. Если бы я оставил их в кармане брюк, до них бы никто не добрался. «Ну?» – подытожила Джесси, стараясь не проникаться к нему слишком большой симпатией. «Вы могли бы застрять вместе и похуже. Токен-Крик – очень милый городок, и здесь полно хороших людей». Включая Джесси Виллер. «Насчет этого я не знаю. Я всего лишь хозяйка магазина, у которой работы больше, чем времени». Должно быть, вы всю неделю ждете, когда наступит воскресенье. «Я действительно жду выходного, но я закрываю магазин в 5, поэтому у меня остаются свободными вечера». Это был намек? Джесси непонимающе моргнула. «Намек на что?» Сет почти подумал, будто девушка намекнула, чтобы он пригласил ее на ужин. Но по ее лицу он видел, что она не имела в виду ничего подобного. И он сменил тему разговора. Пастор Инглиш приглашал меня на церковное чаепитие с пирогом сегодня после полудня. «Вы пойдете?» Только в том случае, если вы тоже пойдете. Проговорил Сет, набравшись смелости. «И я не планировала туда идти». Логично, но это может быть лучше, чем бродить у ручья в самую жару. Джесси задумчиво кивнула и, глядя ему прямо в глаза, сказала. «Вы всегда можете прийти на ужин ко мне». Интерес, смотревших на ее глазах, был более чем очевиден, и Джесси решила сразу же внести некоторую ясность. «Только на ужин», – добавила она. Только на ужин звучит превосходно. Проговорил Сет мягко, улыбаясь тому, как она прочитала его мысли. «А вы уверены? Потому что я не хочу, чтобы между нами возникли какие-то недоразумения». Уверен. А что вы приготовите? «Цыпленка с клетками». Сет кивнул. Он выглядел довольным сложившимся положением дел, но не стал высказывать то, что было у него на уме. Он понятия не имел, когда ему удастся накопить достаточно денег, чтобы добраться до Техаса, но, возможно, поездка туда и не была такой уж заманчивой, какой она казалась до сих пор. Эта девушка была невероятно привлекательной, и Сет подумал о том, что, может быть, ему стоит остаться здесь подольше, чтобы убедиться, прав он в этом или ошибается. На церковном чаепитии Трейс Холден сидел за столом рядом со своей тетей Джанет Фулбрайт. Скоро к ним присоединился и его брат Брэд. Мероприятие проходило на зеленой лужайке, расположенной между зданием церкви и домом пастора. Как сегодня чувствует себя мама? Спросил Брэд. Он был старше Трейса на 21 месяц, но мужчины были настолько похожи друг на друга, что их нередко принимали за близнецов.
Она чувствует себя хорошо. С ней осталась Бекки», – добавила Джанет, упоминая о своей кухарке. «У вас найдется немного времени, чтобы зайти и повидаться с ней, когда здесь все закончится». «Мы так и собирались сделать». Джанет посмотрела на их симпатичные лица и подумала о том, сколь многого лишена их мать, ее сестра Фета. 2 года назад случилось непоправимое. Муж Феты, Вес Холден, пришел домой пьяным и избил жену до полусмерти. С тех пор женщина так и не вернулась к нормальной жизни. А Вес сбежал, и все это время от него не было никаких известий. Мальчики стали работать на ранчо самостоятельно. Джанет перевезла сестру к себе в городской дом и взяла заботу о ней на себя. «Какой пирог вы пробовали?» – спросила Джанет племянников, стараясь на время перестать думать о Фете. «Я начал с ягодного», – ответил Трейс. «А теперь у меня яблочный». «Смотри, проголодаешься до ужина», – мягко пошутила Джанет, отчего на губах младшего Холдена показалась улыбка. «А ты, Брэд?» – спросила Джанет. «Я еще ем первый кусок с яблоками, но думаю, что следующим будет ягодный». Женщина не могла сдержать улыбки, и Брэд заметил ее. Его глаза тоже лукаво искрились. «А какой пирог принесли вы, Джанет?» – спросил Трейс. «Персиковый с крошкой». «О!» – произнес он тихим, почти благоговейным голосом. «Мне придется попробовать и этот». Тут Джанет не выдержала и громко рассмеялась, но, вспомнив, что и сама хотела отведать пирогов, направилась вместе с племянниками к столу с пирогами. «У вас очень красиво», – сказал Сет, входя в гостиную Джесси несколько часов спустя. Это была просторная комната с 3 дверями. Дверь, через которую он вошел, вела на лестницу. Сет предположил, что 2 другие вели в спальни, или же в спальню и кладовку, но эти двери были закрыты. Большие окна выходили на улицу. По левую сторону от них находилась кухня. Небольшой обеденный стол с 4 стульями стоял напротив окон. В центре комнаты, между обеденной зоной и дверью на лестницу, и была, собственно, гостиная. Там стоял длинный диван и 2 удобных кресла. Рядом с креслами были столики из темного дерева, а перед диваном располагались 2 атаманки. Около одной из стен стоял дубовый книжный шкаф, где были расставлены безделушки и около дюжины книг. Коврик с ярким рисунком служил завершающим акцентом этого интерьера. Стоя у плиты, Джесси поблагодарила Сета за комплимент, но не повернулась к нему лицом. Они вместе вошли через дверь склада, и Джесси первой поднималась по лестнице, показывая дорогу, но потом вдруг занервничала и решила как можно быстрее приступить к приготовлению пищи. Она раньше никогда не приглашала в дом мужчину. Девушка и сама не понимала, откуда у нее появилась смелость позвать Сета в гости, и теперь, когда он был здесь, она чувствовала себя очень неловко. «Осторожней!» – воскликнул Сет, который неожиданно оказался рядом с ней и заметил, что она чуть не обожглась. Джесси быстро отдернула руку, при этом было видно, что она растеряна. «Вы жалеете, что пригласили меня?» Джесси повернулась к молодому человеку, готовая отрицать его слова, но вместо этого сказала правду. «Обычно я не поступаю так». «Не поступаете как?» «Не приглашаю мужчин на ужин». «Ну», – проговорил Сет медленно. Ему хотелось надеяться, что этот вечер может привести к дальнейшему продолжению знакомства, но было неприятно видеть, что девушка расстроена. «Теперь нам все равно придется поужинать, а вы ведь заранее предупредили меня, что это приглашение только на ужин, и это все, для чего я пришел». Джесси пристально посмотрела на него. «У вас достаточно еды, верно?» –
Спросил Сет, которому очень хорошо удавалось выглядеть уверенным в себе в любых ситуациях. «Да», – ответила Джесси, и ее губы тронула легкая улыбка зависти. Ужин готов? «Почти». Ну, поторапливайтесь, а не то я сейчас умру от голода. Его шутки помогли девушке немного расслабиться. Джесси закончила с приготовлением пищи, и всего через 10 минут они уже сели за стол. Джесси подождала, пока Сет попробует еду. Стараясь не подавать виду, что наблюдает за ним, девушка все же выглядела очень довольной, когда он поднес к рту вилку с едой и стал медленно жевать. Очень вкусно. Сказал он наконец. «Спасибо», Признайтесь, есть ли что-то такое, что вы не умеете делать? – вдруг спросил Сет. «Множество вещей, уверяю вас». Например? Джесси только покачала головой, не зная, что ответить. Некоторое время Сет ел молча, но это не значило, что он собирался отступать от своего намерения получить ответы на свои вопросы. И что же дальше? В каком смысле? В смысле вас? Вы будете и дальше управлять магазином в одиночку? Я не думала об этом, призналась Джесси, слегка вздрогнув. Это все, что я умею делать. А вы хотели бы, чтобы что-то изменилось? Частично да, но я не собираюсь бросать магазин. А каких перемен вам бы хотелось? Было бы хорошо обзавестись своим домом. Мне надоело жить и работать в одном и том же месте. А где бы вы хотели его построить? Где-нибудь поблизости, чтобы, когда погода испортится, мне не приходилось далеко ходить. Джесси улыбнулась и замолчала. Я полагаю, что в этом заключается единственное преимущество того, чтобы жить там же, где работаешь. Мне не приходится выходить на улицу, чтобы попасть на работу. Сет улыбнулся ей в ответ, продолжая есть. «А кого вы оставили в Кингдоне?» – спросила Джесси. Никого. Моя мать жила там долгое время, но она познакомилась с мужчиной и переехала. «А почему вы не поехали с ними?» Меня не пригласили. «А где ваш отец?» Я не знаю. Я никогда не знал его. Фамилия моей матери Хендли. У Эллиота фамилия Макдермот. А моя фамилия Рединг. Наша семья не похожа на обычные семьи. «А когда вы в последний раз виделись с братом?» Довольно давно. Он приезжал в гости, когда мы жили в предпоследнем доме. Джесси задумалась над его ответом, после чего заметила. «Похоже на то, что вы частенько переезжали с места на место». Но мы уже не уезжали далеко от Кингдона. По большей части наши дома находились в одной и той же местности. «А кем вы раньше работали?» Я работал шахтером, и я не собираюсь к этому больше возвращаться. Лет 5 я работал на ранчо. Но если не считать ежедневного ужина говядиной, в такой жизни было мало приятного. Я также работал в нескольких салунах и немного занимался торговлей. «И что вам понравилось больше всего?» Вы не поверите мне. «Рискните». Магазин. Услышав это, Джесси от удивления открыла рот. Но затем она засомневалась. Возможно, Сет говорил так только для того, чтобы произвести на нее благоприятное впечатление. Я так и знал, что вы не поверите мне. «Я этого не говорила». Вам и не нужно было говорить. Джесси продолжила есть, но в уголках ее губ все еще играла легкая улыбка. Она заставляла себя не смотреть на Сета, но почувствовала, что каждая частичка ее естества радуется тому, что она его пригласила. Когда ужин был окончен, они еще немного поговорили, и он ушел, не сделав ни одного намека на возможное продолжение. И Джесси снова переполнила радость. Разумеется, ей придется сделать все, что было в ее силах, чтобы держать свое сердце под контролем. Это вы, Сет? – спросил пастор Инглиш, когда услышал стук в дверь. Да, сэр. «Как прошел ваш день?» – спросил пожилой человек, выходя из кухни с кухонным полотенцем в руках. Если вы голодны, у меня есть рагу. Я поел, но все равно спасибо. Как прошло ваше чаепитие с пирогом? Вспомнил Сет. Отлично.
Почти все завернули мне по куску каждого из пирогов, чтобы я мог взять их с собой. Поэтому, если вам вдруг хочется пирога, то только скажите, какого именно». Сет рассмеялся. И правда, предложение отведать пирога звучало очень заманчиво. Он выбрал пирог с персиками, а пастор Инглиш взял себе кусок мясного. «Как дела у Джесси?» – спросил пастор, понимая, что Сет провел день именно с ней. «Очень хорошо. Она только что накормила меня цыпленком и клетками. Я слышал, что она отлично готовит. Мне кажется, что у нее все получается отлично», – заметил Сет. «Она определенно знает, где и что лежит у нее в магазине, но я полагаю, что это естественно. Вы давно здесь живете, пастор Инглиш?» – спросил Сет. «Давно. Я знал Джесси, когда она была еще маленькой девочкой». В этих словах не было никакой угрозы, но для Сета они должны были прозвучать как предупреждение о том, что хотя Джесси и живет совсем одна, в этом городе есть кому за нее постоять. У Сета не было никаких намерений играть сердцем девушки или делать что-то, на что не было бы их обоюдного согласия, но слова пастора заставили его задуматься. Они еще немного побеседовали, после чего легли спать. Пастор Инглиш упомянул, что будет готовиться к проповеди, но Сет почти не слышал его. С тех пор, как он приехал в Токен-Крик, почти все время, когда он не спал, его мысли были заняты Джесси. Когда вторник подошел к концу, Джесси приняла решение. Это было трудно, но девушка напомнила себе, что она в ответе за успех бизнеса, и это решало все. Подождав, пока Сет запрет входную дверь и повернется к ней, она заговорила. «Вы сделали на складе все, что только можно было сделать. Если хотите, вы можете попробовать научиться управлять магазином и заниматься планированием закупок. А если же вас это не интересует, то другой работы у меня для вас больше нет». «И вы научите меня управлять магазином?» – спросил Сет. «Если вам это интересно». «Вообще-то интересно, но не далее, как вчера вечером пастор Инглиш упомянул, что в церкви и в пасторском доме есть кое-какая работа. Он не берет с меня денег за то, что я живу у него, поэтому я хочу ему помочь. Кроме того, он сказал, что до него дошли слухи о том, что в литейной мастерской требуются рабочие и что там хорошо платят. Я полагаю, что мне следовало бы узнать об этом поподробнее». «Это вполне разумно», – заставила себя сказать Джесси. Она боялась, как бы он ни почувствовал, что ей хотелось, чтобы он продолжал работать только в магазине. «Я рассчитаюсь с вами сегодня, и вы сможете потом вернуться сюда на работу, если захотите». «Не надо рассчитываться со мной сейчас», – сказал Сет. Но Джесси уже шла к кассе. Она вернулась с деньгами в руках, но Сет не протянул руку, чтобы взять их. «Я вернусь», – сказал он. «Но если у вас не получится...» Начала была Джесси, но замолчала, когда Сет покачал головой. «Я вернусь». «Сет!» На лице Джесси появилось нетерпеливое выражение. «Может случиться, что вы не вернетесь на этой неделе, и я хотела бы рассчитаться с вами». «Я вернусь на этой неделе», – сказал он, наблюдая за ней. Взгляд Джесси сказал ему, что она была чем-то расстроена, но Сет все равно не брал денег. «Вы любите все делать только по-своему, Джесси Виллер? Вы знаете об этом, верно?» Джесси удивленно открыла рот. Она никогда не смотрела на себя с этой стороны. Но это было именно то, что раньше говорила ее мать об отце. Это воспоминание было для нее не самым приятным, и очень быстро удивление уступило место гневу. «Просто я так работаю, Сет. Возьмите деньги!» Брови Сета удивленно приподнялись, но и он тоже был упрямым. «Я вернусь», – повторил он тихо и повернулся, чтобы идти. Открыв дверь, он вышел на улицу и пошел прочь от магазина, даже не оглянувшись назад. Джесси еще никогда не была настолько удивлена и одновременно рассержена. Едва не забыв запереть дверь,
Она швырнула деньги обратно в кассу. Она не стала больше ничего делать в магазине и сразу пошла наверх. Ее мучили противоречивые чувства. С одной стороны, ей хотелось больше никогда не видеть Сета. Тогда как с другой стороны, она мечтала, чтобы он пришел, но только для того, чтобы она могла его не впустить. Это было не самое приятное начало вечера. В пятницу утром Джеб, срезая дорогу за зданием по пути домой, встретил по дороге литейной мастерской вспотевшего и раскрасневшегося Сета. «Итак, Сет», – обратился Джеб к нему, – «вы больше не работаете у Джесси?» Зачерпнув ковшом воду из ведра, стоявшего на улице, Сет сделал глоток и отрицательно покачал головой. Немного утолив жажду, он объяснил. «Я потом вернусь туда, но здесь мне предложили хорошие деньги за несколько недель работы. Сегодня, однако, жарко», – сказал Сет, глядя на Джеба. Джеб заметил, что лицо Сета немного осунулось со времени их прошлой встречи. «Действительно жарко. Почему-то я думал, что к этому времени вы уже от нас уедете», – произнес Джеб задумчиво, но без какого-либо неодобрения в голосе. Сет слегка улыбнулся. «Возможно, мои планы изменились». «А это имеет какое-то отношение к одной небезызвестной хозяйке магазина?» «Ну, это определенно не имеет никакого отношения к этому литейному делу», сказал Сет сухо, вытирая пот со лба рукавом. Джеб улыбнулся в ответ на его тон, однако продолжил задавать вопросы. «А Джесси об этом знает? То, что я остался в городе из-за нее? Скорее всего, что нет. Когда мы с ней виделись в последний раз, она разозлилась на меня. Но мы еще посмотрим». «Что произошло?» – спросил Джеб, но потом, не дав Сету ответить, поднял руку. «Ну-ка, я догадаюсь сам. Вы хотели, чтобы она что-то изменила в своем магазине?» Сет внимательно посмотрел на мужчину, после чего спросил. «О чем вы?» «Как сказать? Ее отец был таким же. В большинстве случаев с ней легко ладить. Но когда дело касается работы, то все должно быть так, как хочет она. И никто не может с ней спорить, поскольку она и ее семья всегда вели это дело с неизменным успехом». Сет выглядел так, как будто он что-то задумал. И Джебу было интересно, что же на уме у этого мужчины. Сет казался порядочным и трудолюбивым человеком, и Джесси была вовсе не глупышка. Но Джеб твердо решил открыто высказать, что он по этому поводу думал. «Джесси не нуждается в моей опеке, но я бы хотел, чтобы вы знали, что мне, как и многим другим людям в этом городе, далеко не безразлична ее судьба». «Я это понимаю», – сказал Сет, но не стал рассказывать о своих намерениях по отношению к Джесси. Нельзя сказать, что они были какими-то предосудительными, хотя некоторые из них были определенно очень личными. «Я рад, что вы это понимаете», – сказал Джеб, продолжая смотреть на молодого человека. До этого момента Сет недооценивал Джеба. Сет воспринимал его в качестве очень добропорядочного человека. Наподобие старого дядюшки, который раз в несколько лет наносит визиты родственникам. Но в этом человеке чувствовалось нечто гораздо большее, и серьезный взгляд, устремленный на молодого человека, делал это совершенно очевидным. «Пожалуй, мне пора обратно на работу», – сказал Сет. «Мне тоже пора», – отозвался Джеб. «Еще увидимся, Сет». Молодой человек махнул на прощание рукой и направился обратно в литейную мастерскую. Он по-прежнему выглядел самодостаточным и сильным, но какая-то доля его самоуверенности испарилась, и это немало успокоило Джеба Дорна. «Вы скучали по мне?» – спросил Сет, облокотившись на прилавок 5 минут спустя, после того, как Джесси открыла магазин в субботу утром. Джесси подняла глаза и увидела его лицо очень близко от своего, а его теплые серые глаза говорили ей о том, что он был как никогда доволен собой. «Почему бы я стала скучать по вас?» – спросила девушка, изо всех сил сдерживая улыбку. «А разве это не очевидно? Я милый, обаятельный человек». Джесси не смогла дольше сдерживаться, и довольная улыбка Сета сказала ей о том, что он это заметил.
А вы пришли сюда, чтобы работать или чтобы отдыхать на моем прилавке? «Мне нужна рабочая рубашка, и я испортил одну из своих в литейной мастерской», – ответил он. «И я готов работать, если вы сможете преподать мне краткий урок о том, как вести дела в магазине». Множество вещей, которые Джесси хотела высказать ему после их последнего разговора, мгновенно вылетели из ее головы. Она была поражена тем, как сильно обрадовалась, увидев его снова. Сет не приходил целую неделю, и она предположила, что он уехал. И от этого ей было грустно. «Джесси», – позвал ее Сет, потому что девушка молчала. Она тут же вернулась к действительности и как раз вовремя. В этот самый момент в магазин вошли сразу двое посетителей, и в одном из них Джесси узнала своего постоянного покупателя, который никогда не приходил без дела. «Вы знаете, как отсчитывать сдачу, правда ведь?» – спросила Джесси, стараясь говорить тихо. «Да, мэм», – ответил Сет с довольной улыбкой. «Ну, попробуйте, и ради всего святого никого не обсчитайте». Сет ничего не ответил на это. Его позабавил взгляд, каким она его одарила, а также то, как стремительно она направилась к посетительнице в кричащей яркой шляпке. «Доброе утро, миссис Стил. Чем я могу вам быть полезной?» Сет наблюдал за Джесси в работе, потом заметил стопки с корреспонденцией, которую нужно было рассортировать. Уходя за прилавок, он чувствовал себя так, как будто бросается в омут с головой. Но он подумал, что лучшего способа научиться ему не найти. Глава 3. Июль 1873 года. «Какие у вас планы на вечер?» – спросил Сет Джесси, когда на часах оставалось всего несколько минут до закрытия магазина. Это была уже 6-я суббота, которую Сет проработал здесь. Он проводил свои выходные в литейной мастерской, прилично зарабатывая и поправляя свое финансовое положение, и даже смог снять меблированную комнату со столом. Он не оказывал на Джесси никакого давления, но при этом нельзя было не заметить того, как остро они ощущали присутствие друг друга. В данный момент оба стояли за главным прилавком, но работал только Сет. Он приводил в порядок витрину с украшениями, на которую ни у кого не нашлось времени в течение дня. «Все как обычно», – ответила Джесси. Сет сделал паузу, посмотрел ей в глаза и спросил. «А именно?» «Я что-нибудь ем и потом падаю без сил на кровать». Сет, понимающе кивнул. Он мог бы пересилить усталость, если бы постарался, но он отлично понимал, что Джесси имеет в виду. По субботам работы в магазине было не впроворот. Расставлять товары по полкам было не так трудно, но общение с людьми выматывало эмоционально. «А завтра?» «На завтра у меня нет определенных планов, а у вас?» «Только увидеться с вами». «Вы говорите об этом как о чем-то решенном». Неожиданно Сет обхватил руками лицо девушки и поцеловал. Он сделал это неспешно, и в тот момент, когда он отстранился от нее, Джесси вся залилась краской. «Это решено», – сказал он тихо, нежно целуя ее еще раз. «Мы увидимся завтра, Джесси». К тому времени, когда Джесси обрела дар речи, Сета уже и след простыл. Рано утром, на следующий день, Джесси спустилась на первый этаж и прошла через склад. Ей было особенно некуда спешить, но она была уверена, что если она, как обычно, останется дома, Сет будет дожидаться ее. По ее мнению, он был слишком уверен в себе. Поцелуй определенно доказывал это. Она предположила, что когда он придет, то сядет на улице и будет ее ждать. Ну, к тому времени она неожиданно для него уже успеет пройтись вдоль ручья и вернуться домой. Ее немного радовала мысль о том, что ему придется напрасно сидеть в ожидании на жаре. Выходя через заднюю дверь, Джесси живо представила себе всю эту картину. И только когда она заперла дверь и положила ключ в карман, она вдруг заметила Сета. Он стоял, облокотившись о стену дома, и молча наблюдал за ней. «Доброе утро», – сказал он с понимающим выражением в глазах.
Что вы здесь делаете в такую рань? Хочу поймать вас, пока вы не сбежали. Джесси вскинула голову. Ее практически застали на месте преступления, но она не собиралась признавать свою вину. «Вы слишком самоуверенны, мистер Реддинг». «А вы не очень честны, мисс Веллер. Я нравлюсь вам не меньше, чем вы мне. Когда вы собираетесь признаться себе в этом?» Какое-то время Джесси не решалась посмотреть на него, а когда наконец взглянула, то на ее лице отразилась боль. Сет, стоявший на некотором расстоянии от нее, подошел ближе. «В чем дело, Джесси?» «Да, меня тянет к вам, Сет», – проговорила Джесси печальным голосом. «Этого нельзя не признать, как нельзя не признать и того, что вы здесь только проездом. Рано или поздно я опять останусь одна, возможно, с ребенком на руках, тогда как вы, наконец, отправитесь в свой Техас». Сет знал, что он сам напросился на подобный ответ. Он обвинил ее в нечестности, и девушка высказала ему все терзавшие ее сомнения с предельной откровенностью. «Я этого не сделаю», – сказал Сет, но Джесси покачала головой. «Я не говорю, что вы собираетесь сделать это сознательно, но это, тем не менее, может случиться». Не спрашивая разрешения, Сет обнял ее. Он прижал девушку к себе, и его сердце сжалось. Никогда раньше он не испытывал подобных чувств. Джесси обняла его в ответ и в первый раз призналась себе, что ей бы хотелось, чтобы он остался рядом с ней навсегда. «Давайте пройдемся вместе», – пригласил Сет, взяв девушку за руку и отходя от двери. Джесси убеждала себя, что ей следует отказаться, но она была не в силах это сделать. Прекрасно понимая, что время, проведенное с ним, не приведет ни к чему, кроме душевной боли, Джесси позволила своим пальцам переплестись с пальцами Сета и пошла с ним. «Неужели это Джесси и Сет?» – спросила Пэтинс у Джеба, когда они возвращались домой из церкви. Пара находилась от них на довольно большом расстоянии. Джеб посмотрел в их сторону. «Похоже, что они». «Ты в последнее время общался с Джесси?» «Последний раз я говорил с ней прошлую субботу». «Какими тебе показались их отношения?» «Они много шутили и смеялись, но я и не думал, что они поддерживают какие-то отношения за пределами магазина». Дорны видели, как Сет обнял Джесси и притянул к себе. Супруги размышляли о том, что молодые люди, возможно, сблизились совсем недавно. Или же Джеб просто не заметил этого раньше. «Я уеду на утреннем поезде», – сказал Сет Джесси в конце дня. В то воскресенье они просидели в гостиной допоздна. Влюбленные проводили вместе каждую минуту, и их глаза выражали все то, что они боялись произносить вслух. «Но я вернусь». Улыбка, промелькнувшая на лице Джесси, была очень печальной. Печальными были и ее глаза. «Я действительно вернусь», – повторил Сет, поглаживая руками ее плечи. «Сейчас я верю, что ты вернешься, но Техас находится далеко отсюда, и ты не хуже меня знаешь, что бывает так, что планы меняются». Сет обнял девушку. Он никогда раньше не относился ни к одной женщине так, как Джесси. Раньше, если он находил какую-то женщину желанной, и если при этом она оказывалась такой же одинокой, как Джесси, то он находил способ добиться близости с ней. Но с Джесси все было по-другому. Мысль о том, чтобы оставить ее одну с его ребенком, была невыносима для него. Он и в мыслях не мог допустить этого даже еще до того момента, как Джесси прямо сказала об этом. А после ее слов он, естественно, не мог проигнорировать ее опасений. «Я вернусь», – еще раз повторил Сет, целуя ее, на этот раз более настойчиво, но затем заставляя себя отстраниться. Джесси не стала провожать его. Она посмотрела ему вслед, когда он выходил из квартиры, и ее глаза наполнились слезами. Но у нее не было сил пойти за ним.
В этот момент у нее ни на что не было сил. В понедельник утром Джесси вышла открывать магазин с опухшими от слез глазами, очень надеясь, что посетителей в этот день будет немного. В жаркие дни она всегда открывала двери настежь, но сегодня она оставила двери закрытыми, опасаясь, что услышит гудок паровоза, когда поезд будет отъезжать от станции. В прошлую субботу вечером Джесси не прибрала в магазине, поэтому сейчас она расставляла товары по местам. Вдруг девушка услышала звук открывающейся двери. Она знала, что нужно выйти к посетителю и поздороваться с ним, но у нее не было никаких сил для этого. Потребовалось некоторое время, пока девушка осознала, что она в магазине не одна. В 10 футах от нее стоял Сет и смотрел на нее. Джесси вскочила на ноги, пристально всматриваясь в его лицо. «У меня был билет», — сказал он тихо. Его голос был хриплым, поскольку он не выспался. «Я собрал сумку и даже уже сидел в вагоне, но я не смог уехать». Джесси облизнула губы и приказала себе не плакать. «Выходи за меня замуж», – проговорил он тихо. В мгновение ока Джесси оказалась в его объятиях. Она обвела его шею руками и крепко поцеловала. Когда они разомкнули объятия, Сет радостно засмеялся. «Означает ли это, что ты согласна?» «Да!» – воскликнула Джесси и потянулась к его губам, чтобы снова поцеловать. «Значит, вы женитесь?» – спросил Джеб с удивлением, рассматривая молодых людей, сидящих на диване. «Да», – ответила Джесси с сияющим лицом. Тот день в магазине был самым длинным днем ее жизни. Еще задолго до закрытия магазина ей хотелось бежать к Дорнам и поделиться с ними своей чудесной новостью, но она заставляла себя дождаться закрытия магазина. «Поздравляем!» – наконец произнес Джеб, чувствуя, что искренне рад этому. «И когда же свадьба?» «Это в некотором смысле зависит от вас, Джеб», – ответила Джесси, ища глазами его глаза. «У нас есть одна идея. Мы хотели бы закрыть магазин в полдень в какую-то субботу, вечером того же дня устроить бракосочетание и после этого уехать до среды». «И мне нужно будет поработать за вас в понедельник и во вторник?» «Верно». «И в какие же именно?» «Как вам будет удобнее», – заговорил Сет, которому на самом деле очень хотелось, чтобы свадьба состоялась в самую ближайшую из суббот. «Пэттиэнс вернется домой примерно через полчаса», – сказал Джеб, посмотрев на часы. Он знал, как жена обрадуется, узнав эту новость. «Вы можете дождаться ее прихода, чтобы я мог сразу же посоветоваться с ней». Молодая пара с готовностью согласилась, а Джесси еще ближе пододвинулась к Сету. Все трое мило беседовали в ожидании Пэттиэнс, и когда она пришла, то к большому восторгу Сета и Джесси оказалось, что Джеб сможет присмотреть за магазином всего через 2 недели. «И за кого же ты выходишь замуж?» – спросила Пэттиэнс, обняв юную кузину своего мужа. Сет и Джесси переглянулись, поскольку совершенно забыли сообщить тетушке эту немаловажную деталь. Их удивленные взгляды заставили пожилую пару рассмеяться, и вскоре смеялись уже все четверо. Пэттиэнс хотела заварить кофе и подать импровизированный десерт, но Сет и Джесси, поблагодарив ее, попросили перенести это на другой раз. В этот вечер им нужно было еще поговорить с пастором Инглишем, и, зная, что он рано ложится, они очень хотели успеть к нему. Восторженные и немного робевшие от того, что у Инглиша могут оказаться причины, чтобы отказать им, молодые люди не стали задерживаться у Дорнов и направились к пасторскому дому. «Ты поднимешься ко мне?» – спросила Джесси, когда через пару часов Сет проводил ее до дома. «А ты хочешь этого?» – спросил Сет, пытаясь разглядеть выражение ее лица в быстро сгущающихся сумерках. Джесси кивнула, и Сет внимательно посмотрел на нее. Он знал, что многие люди сказали бы, что невозможно полюбить женщину, с которой познакомился чуть более месяца назад, но они были бы неправы. Он любил ее от всего сердца,
И именно поэтому он отрицательно покачал головой. «Мы будем женаты меньше, чем через 2 недели», – проговорил он, скорее для себя, чем для нее. Джесси вздохнула, не зная, радоваться ей или огорчаться. Она еще никогда в жизни не была влюблена, и все происходящее казалось ей нереально прекрасным. «Я люблю тебя», – сказала Джесси, и ей хотелось повторять эти слова снова и снова. «Я тоже люблю тебя», – отозвался Сет, который уже стал сомневаться в целесообразности ожидания. Но тут он услышал, как где-то рядом хлопнула дверь, и за их спинами раздался мужской голос. У Джесси в этом городе была хорошая репутация, и он ни в коем случае не станет разрушать ее. «Увидимся утром», – сказал Сет, быстро поцеловал ее и ушел. Джесси вздохнула, открывая дверь, а потом еще раз вздохнула, закрывая ее, но на этот раз это был вздох удовлетворения. Она увидит его утром, и потом будет видеть каждое утро до конца жизни. Декабрь 1873 года. Новая семейная жизнь и совместное управление магазином были для Сета и Джесси Рединг такими же естественными, как дыхание. Ни он, ни она ничего не имели против ранних подъемов, и они искренне радовались покупателям, но как только наступало воскресенье, они обо всем забывали и наслаждались обществом друг друга. После свадьбы молодожены съездили в короткое свадебное путешествие, и хотя им нужно было вернуться назад намного раньше, чем им бы того хотелось, оба понимали, что так было необходимо. Все вечера принадлежали только им, так же, как и воскресенье. Кроме того, бывали краткие минуты отдыха среди рабочего дня. Сет был всегда готов обнимать и целовать жену. И случалось, что магазин открывался с опозданием, потому что он заигрывал с Джессикой, пытаясь поймать ее в объятия и бегая за ней в гостиной. Они были женаты чуть больше 4 месяцев, и до Рождества оставалось всего несколько недель. «Посмотри на меня», – говорила ему Джесси. «Мне нужно идти вниз». «Джессика», – произносил Сет вкрадчивым голосом, осторожно подкрадываясь к ней, когда она забежала за диван. «подойди и поцелуй своего мужа еще разок». «Нет, Сет, ты сбиваешь шпильки в моей прическе». Сет остановился и поднял руки. Очень медленно. Все это время Джесси с улыбкой наблюдала за ним. Он заложил руки за спину. «Без рук», – пообещал он. «Только один поцелуй?» «Да». «Без рук?» «Да». Когда Джесси подошла к нему поближе, Сет хитро усмехнулся, но он умел держать слово. Супруги открыли магазин всего на 5 минут позже положенного времени, но покупателей не было. «Надо будет выглянуть на улицу из верхнего окна», – заявил Сет, наводя порядок на прилавке. «Это еще зачем?» «Ну, если мы увидим, что никто из посетителей не идет к нам в магазин, то сможем выкроить немного времени для себя». Джесси улыбнулась, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. Сет смотрел на нее, удивляясь, почему ему потребовалось так много времени, чтобы найти ее. Ей был всего 21 год, а ему 23. Что ни говори, они были молоды, но ему все равно казалось, что они потратили слишком много времени напрасно, прежде чем узнали и обрели друг друга. «Доброе утро!» Пастор Инглиш поприветствовал пару, входя в магазин. «Как поживают мистер и миссис Рединг?» «Отлично!» – ответил Сет. «Вы определенно выбрали самый холодный день, чтобы выйти на улицу». «Да, в самом деле, но у меня целый список покупок, которые не могут ждать». «Чем я могу вам помочь?» – предложила свои услуги Джесси. «Я хочу заказать бумагу», – начал пастор. Все это время, прошедшее со времени свадьбы Джессики и Сета, пастор Инглиш не переставал молиться о том, чтобы у этой пары появилось стремление к чему-то еще помимо друг друга. Ему на память пришел тот вечер, когда молодые люди явились к нему вечером с неожиданной новостью. Да,
Он согласился обвенчать их, но только после того, как рассказал им то, что считал самым главным, а именно, хочется им того или нет, жизнь, прожитая без Бога, это не жизнь. Они вежливо и терпеливо его выслушали, но он видел, что ему не удалось достучаться до их сердец. Глядя сейчас на Сета и Джесси, наблюдая, как они работают, обслуживают клиентов, отыскивают и заказывают нужные товары в каталоге, пастор понял, почему он не удивился тому, что молодые люди полюбили друг друга. Он видел, как много Джесси значило для Сета. Он замечал в нем также и некоторые признаки эгоизма, но Сет не мог быть бессовестным человеком. Пастор видел, что Сет ценит устремленность и порядок, которые царили у Джесси в квартире и магазине. Мудрый пастор знал и то, что чувства Сета усиливались также и потому, что Джесси была красавицей. Кроме того, она была очень доброй. Хоть Джесси, как и все люди, не была совершенна, но в ней было много того, что могло нравиться. Сет нашел себе хорошую пару. И не забывайте, Сказал пастор, поблагодарив их за помощь и решив напомнить о том, что было у него на сердце. что я продолжаю молиться за вас обоих, и вы в любое время можете прийти ко мне. «Спасибо, пастор», – ответила ему Джесси практически таким же тоном, которым на протяжении многих лет отвечал ее отец. Ни мистер, ни миссис Рединг не стали обсуждать это после того, как пастор вышел из магазина и, подняв повыше воротник пальто, пошел своей дорогой. В действительности, они могли бы сказать только одно. Говорить было просто не о чем. Пастор Инглиш носился с идеей о Боге, а молодоженов из Токен-Крик это не интересовало. Март 1874 года. «Что это значит? Почему ты перенес табак в другое место?» – спросила Джесси с сильным неодобрением. Я думаю, что если он будет лежать рядом с трубками, то мы сможем продать больше трубок. Такова мужская логика. «Я хочу, чтобы табак лежал на прилавке», – заявила Джесси так, будто бы речь шла о чем-то уже решенном. Сет был против этого. Пусть он пока полежит здесь, и мы посмотрим, что из этого выйдет. «Нет», – возразила Джесси, и на этот раз Сет разозлился. Почему я ничего не могу сделать сам? Почему в этом магазине ничего нельзя изменить? «Потому что так все работает», – сказала Джесси и вышла. Сет посмотрел ей вслед с бессильным гневом и решил, что с него хватит. Раньше он постоянно спрашивал у нее разрешения что-нибудь изменить, на что она неизменно отвечала отказом. Затем он сам стал менять то, что считал нужным, но потом всегда возвращал все в исходное положение, когда она замечала перемены и расстраивалась. Но на этот раз он решил проявить настойчивость. Он был уверен, что его идея перенести табак была удачной. Если она хочет сделать все как было, то пусть перекладывает его на старое место сама. «Кажется, я сказала тебе положить табак обратно», заявила Джесси через час, застав Сета за работой на складе. Он прямо посмотрел ей в лицо и заговорил тихим голосом. Я больше не наемный рабочий, Джесси. «А я этого и не говорила», возразила Джесси, совершенно не понимая сути происходящего. Но ты обращаешься со мной именно так. Ты командуешь мной, как будто бы я все еще твой подчиненный. «Мне не пришлось бы этого делать, если бы ты оставил все так, как есть». Сет пристально посмотрел на нее и увидел, что она действительно так думала. Что бы он ни говорил, она не собиралась меняться. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал печально. Но кроме печали в его душе кипело негодование. Я вижу, что ты не нуждаешься в моей помощи в торговом зале. И я буду поддерживать порядок на складе и разгружать товар на станции. Джесси была потрясена, и это было видно по ней, но Сет ничего не сказал на это. Он взял пальто и шляпу,
прошел через магазин и вышел на улицу. Джесси не видела его почти до самого закрытия. Он вошел, не говоря ей ни слова, и прошел на склад, чтобы повесить пальто. Джесси отправилась за ним. Она все еще была обижена его действиями, но уже успела немного успокоиться. «Где ты был?» «Просто гулял», – ответил он, умалчивая о салуне, в котором он просидел весь день. «На станции товаров не было, и я знал, что склад в порядке». Джесси спрашивала себя, как между ними могла произойти такая сильная размолвка. У них все было так замечательно. Что плохого в том, как она управляла магазином? «Что случилось с нами, Сет?» Сет уже приготовился подняться по лестнице, замерзший и голодный, но заставил себя остановиться. «Я хочу быть больше, чем просто твоим слугой, Джесси. У меня есть голова на плечах, и я не идиот, которым нужно управлять. Если у меня появляется какая-то идея, и я хочу ее реализовать». «Но мой отец!» – начала Джесси. Но Сет слышал это уже раньше и поднял руку. «И я не хочу ничего слышать о твоем отце. Он умер». В другое время эти слова разозлили бы Джесси, но сейчас она только удивилась и обиделась. «Я просто не хочу, чтобы он разочаровался во мне», призналась она в первый раз. «Джесси», — сказал Сет, немного успокоившись, но все еще уверенный в своей правоте и не готовый соглашаться с Джесси. «Ты даже не веришь в загробную жизнь. Где же, по-твоему, сидит твой отец, которого ты можешь разочаровать? У тебя есть живой муж из плоти и крови, но тебя больше беспокоит мнение покойного отца». Джесси в ужасе закрыла рот рукой. Это была правда. Ее отец ушел, но его чувства продолжали волновать ее больше, чем чувства Сета. «Прости меня», – прошептала она. «Я не подумала об этом». Сет посмотрел на ее лицо и увидел, что она в первый раз действительно услышала его аргументы в этом вопросе. У него не было цели бороться со своей женой. Он любил ее и любил их совместную жизнь. Медленно приближаясь и даже давая Джесси возможность отстраниться, если она этого захочет, Сет подошел к жене. Он обнял ее и удивился, когда она прижалась к нему. Сет больше не сдерживался. Он крепко обнял ее, и когда она начала снова извиняться, прикрыл ее рот своей рукой. «Мы все наладим», – произнес он тихо, искренне веря, что так оно и будет. Но чего он никак не ожидал, так это беременности Джесси, начавшейся той весной. После этого магазин перестал занимать главное место в его мыслях. Август 1874 год. «Я не влезаю в свою одежду», – заявила Джесси в конце лета. Был воскресный день, и она сидела на краю постели в одной сорочке. Сет лежал, облокотившись о подушки, глядя за нее и стараясь не улыбаться. Он был в восторге от мысли, что у них будет ребенок. Живот Джесси постепенно округлялся, но это ни капли не портило ее красоты. Естественно, она поправилась и в других местах, но Сета эти перемены нисколько не отталкивали. «Ты улыбаешься?» Джесси повернулась, чтобы посмотреть на его лицо. «Нет», – бессовестно соврал он. «Все это очень серьезно». Джесси закатила глаза, после чего Сет уже открыто рассмеялся. «Не понимаю, что в этом веселого?» «Я и сам не понимаю, но это весело. Ты еще только на 4-м месяце, и я не могу не думать о том, какой ты станешь еще через пару месяцев». «Я буду еще быстрее уставать и еще больше ворчать». Теперь Сету было не до смеха. Временами она становилась очень раздражительной, и это никак не вписывалось в его представление о хорошем времяпровождении. «Ну», – сказал он, пока его молчание не было истолковано не в его пользу. «Пэттин собиралась накормить нас обедом, когда они вернутся домой из церкви, а это всегда приятно». «А, в самом деле, сколько у нас времени?»
Больше часа. Казалось, будто Джесси снова хочет лечь в постель, несмотря на то, что они и без того встали совсем не рано. Сет подумал, что было бы неплохо, если бы жена смогла еще немного поспать. Однако он понимал, что Джесси понадобится некоторое время, чтобы собраться. Он предложил нагреть ей воду для ванны, и ее радостное согласие в ответ на его предложение было как бальзам для его сердца. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» – спросила Пэттинс после того, как женщины обнялись. «Я чувствую себя толстой и неуклюжей». «Ты совсем не толстая», – возразила Пэттинс. «Это Сет говорит тебе, что ты толстая». «Нет, но ему смешно, когда на мне не застегивается одежда». «Никогда не знаешь, что может рассмешить мужчину». «О, кажется, хлеб испекся. Можешь взглянуть, Джесси?» Пока женщины возились на кухне, заканчивая приготовление обеда, мужчины беседовали в гостиной. «Как она себя чувствует?» – спросил Джеб у Сета. На протяжении последних месяцев Джебу не раз приходилось видеть Джесси в магазине рассерженной. «Большую часть времени нормально, но в некоторые дни с ней бывает трудно». «И что ты делаешь в таких случаях?» «О, осень – моя любимая пора, но в этом году я был бы рад перенестись сразу в Рождество и Новый год». «Когда ей рожать?» «Доктор говорит, что 6 января». «Может быть, малыш родится раньше?» «Малыш на Рождество. Это было бы здорово». У Джеба возникло большое искушение напомнить Сету о младенце, который родился в первое Рождество. Но Сет, как и Джесси, не проявлял никакого интереса к духовной стороне жизни. «Ну», – произнес Джеб ласково, продолжая в душе молиться за молодого человека. «Жизнь не стоит на месте, время пролетит быстро, и вы не успеете оглянуться, как малыш уже родится». Сет не мог не согласиться. Он оказался в Токен-Крик 14 месяцев тому назад, из которых 12 месяцев он был женат. И ему казалось, что все это произошло только вчера. Откровенно говоря, он и сам не заметил, как пролетело время.